Спасибо, Федор, спасибо, Владимир Владимирович. Я попытаюсь задать вопрос, ответ на который ожидают, уверен, сотни тысяч людей у меня на родине. Вы упомянули китайскую пословицу о том, что плохо жить в эпоху перемен. Наша страна живет уже чуть ли не 30 лет в эту эпоху. И сейчас ситуация становится все более тяжелой. И в ожидании зимы, и с ковидом. И, я бы сказал, и с американцами. У нас был пару дней назад министр обороны Ллойд Остин, который привез там на $60 миллионов оружие, и пообещал там натовское светлое будущее. Так, образно говоря. Я тут сразу замечу, что разговоры о том, что НАТО не актуально, поскольку там Европа не соглашается, это все, мне кажется, от лукавого. Не обязательно быть членом НАТО, чтобы размещать инфраструктуру, американскую, британскую инфраструктуру военную на территории Украины. Я считаю, что этот процесс фактически уже начался. В своей статье июльской об историческом единстве вы писали о том, что превращение Украины в антироссию неприемлемо для миллионов людей. Это правда. Опросы общественного мнения это подтверждают. Более 40% вообще хорошо или очень хорошо относятся к России. И это превращение фактически начинается. Может быть, уже пройден довольно большой путь в этом направлении. Очень опасный, на мой взгляд. И мне кажется, что если эта история с околонатовской инфраструктурой будет реализовываться и дальше, то тогда процесс формирования из пока еще не очень стабильной антироссии в Украине будет зацементирован на долгие годы. Вы в своей статье написали так, что если процесс будет двигаться, то это представляет серьезную угрозу для российского государства, и это может быть чревато вообще потерей украинской государственности. Люди, которые выступают против этого движения, они подвергаются репрессиям. Вы знаете Виктора Медведчука, который постараются посадить просто в тюрьму за какие-то бредовыми претензиями. Да? Как в этой ситуации вы видите, может быть, остановлен этот процесс? И, может быть, представляете себе, какие временные сроки для этого может быть? И что вообще можно сделать? Спасибо. Я, к сожалению, наверное, вас разочарую. Я не знаю пока ответа на этот вопрос. Конечно, он, с одной стороны, лежит на поверхности, а именно самое простое сказать, что украинский народ сам должен принять решение, сформировать такие органы власти и управления, которые отвечали бы его чаяниям, ожиданиям. С одной стороны, так. Но с другой стороны, она есть. И я не могу об этом не сказать. Вы упомянули сейчас про Виктора Медведчука. Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он что-то украл, какие-то секреты? Тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. То есть складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа. Ведь люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся. Потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов,
они на самом деле и руководят Украиной. Вне зависимости от того, какова фамилия главы государства. Потому что вот до сих пор, во всяком случае, приходили руководители страны, опираясь на избирателей Юго-Востока, а потом почти сразу меняли свои политические позиции. Прямо в противоположную сторону. Почему? А потому что вот то молчаливое большинство, оно за них голосовало в надежде на то, что будут исполняться данные предвыборные обещания. Но не молчаливое, а агрессивное меньшинство, националистическое, подавляли всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений. И по сути, вот они и руководят страной. Это такой тупик. Я не очень понимаю, как из него можно выйти. Ну, посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время. Мы со своей стороны делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти отношения выстроить. Но вот та угроза, о которой вы сейчас сказали, ну, не сказали, а просто упомянули об этом, она для нас имеет существенное значение. И вы правы, конечно, когда говорите, что формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации. Мы отдаем себе в этом отчет. Значит, ведь смотрите, что происходило в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я сейчас не буду воспроизводить, хотя вы сейчас меня натолкнули на мысль о том, что надо бы об этом сказать. Когда все со всех сторон говорили о том, что после объединения той же Германии ни в коем случае движение на запад инфраструктура НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили. Но это же публичные заявления были. Что на практике обманули. А теперь нам говорят, а где на бумажке? Покажите. Значит, и раз расширили, и два расширили НАТО. Последствия какие? Военно-стратегические. Инфраструктура приближается. Что такое инфраструктура? Вон в Польше и Румынии установили значит, системы ПРО, противоракетной обороны. Но с пусковыми установками Иджис, на которые можно разместить томагавки, ударные системы. И сделать это легко по щелчку. Только программное обеспечение нужно поменять. Все. Этого даже никто не заметит. Там же могут быть размещены и ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет? Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части ракет подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Понимаете, мы же взрослые люди, вот сейчас все взрослые люди сидят. Нам-то что делать в этой ситуации? Поэтому это все... Да, а вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украины в НАТО. По сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать. Говорит, что да, каждая страна имеет право выбирать. Никто не говорит «нет». Никто. Вот даже те европейцы, о которых вы сказали, я знаю, с ними лично разговариваю. Но сегодня какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет. Кто-то другой приходит на его место. И что? Это же не гарантия безопасности для России. Это просто разговор на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит. Владимир Владимирович, раз уж про НАТО заговорили. Да, извините. А что касается баз, я знаю там соответствующие конституционные положения Украины, но учебные центры никто не запрещает иметь. А под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. И, как я уже говорил, это же было тоже
публично звучало. Завтра под Харьковом ракета появится. Что нам делать-то с этим? Ну, не мы же туда лезем со своими ракетами. К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема. Конечно, проблема.